Если вы хотите поддержать канал, вы можете сделать это достаточно просто, зайти в магазин, в раздел «Ежемесячно» и здесь вот нажать «Ввести код автора». Код автора я указываю в каждом видео в описании, и вы видите его на экране. За ввод кода вы получаете доступ к некоторым скидочным наборам, вот эти вот со значком вот этим. Также вы получаете небольшой подарок в виде одного гелиолита. Также в описании вы всегда можете найти мою ссылку для доната у официального партнера игры магазина BuffBuff. И здесь действительно самые низкие цены. Это не реклама, это просто факт. Задонатив через мою ссылку, вы поддерживаете канал. Я вам за это премного благодарен. Всем привет! Давайте пройдемся по командам на континентальное испытание. Вторая неделя, мы на глобальном сервере. Я хотел, конечно, сделать побольше, но сделал, что смог. Итак, команда на Ефера у меня та же самая, что и была, которую я вам показывал. Она, кстати, у меня бьет очень даже плохо. Я не знаю, что со мной не так, либо что с ней не так. 360 они кое-как набивают, я пробовал ее поменять. То, что я показывал на первую неделю давным-давно. У меня ничего не изменилось, хотя вроде бы и связь стихий прокачалась. Поэтому я ее не показываю, код есть в прошлом видео, если вдруг вам даже такой код поможет. Единственное, что я здесь сделал вариант вот такой вот без Эльминстера. Здесь у нас Гиллиан с таймингами теми же самыми. Единственное, что Гиллиан в конце, вот перед ультой босса, использует свою. Здесь все то же самое, расстановка чуть поменялась. И ей нужно, чтобы все стояли вокруг нее. Здесь у нас команда от сопротивления. Видимо, у нее очень много сопротивления, да? И какое-то сопротивление есть у Анализис, есть у Тариси, также у Дианты. Так как они все вспомогательные, да, то есть урона от них нету, им можно побольше, чтобы наверняка прям. А Тариси, конечно же, достаточно одной руны, и если вдруг у вас где-то еще выпало сопротивление, пускай будет, это тоже неплохо. Ну, либо замените одну вещь какую-нибудь, чтобы добавить сопротивление. И Линкас у нас танкует, поэтому у него побольше защиты очков здоровья тут, и в принципе все. Тоже много сопротивления, так как он от Гиллиан ничего не получает. Код тот же сам. Ну, урон, который у меня получался, вы уже видели в названии команды, то есть если так 360, и это мало, то с Гиллиан получалось у меня 280, ну около того. И это еще меньше. Но если других вариантов нету, почему бы и нет. Истайон пока пропустим, у нас здесь Фурбат. Фурбату я здесь составил парочку команд. Во-первых, это у нас неустрашимый. Вариант с Торином и Гришнаром. Я пытался как-то сделать их прям хорошо, чтобы стабильно, чтобы замечательно, но получилось так себе. Порядок у нас, цикличность точнее, стандартная, то есть Настенка там, ножницы наши. И, соответственно, Кульвида. Гришнар у нас на 12 секунд, чтобы давать штраф к атаке вот здесь вот, и чтобы цикл босса не сбивать. Он вот здесь штраф атаки дает. Бывает, что Гришнар попадает в оглушение, у него сдвигается тайминг, но за счет того, что он сбивает энергию, он возвращает его на место. И поэтому цикл, в принципе, идет стабильно. У нас здесь Торин раздает сопротивление, у меня более-менее стабильный результат получился только с раздачей сопротивления. Сколько смог, и плюс ко всему у него посох. Посох, чтобы давать щиты почаще, чтобы лечить почаще, соответственно, и давать увеличение урона за счет предметов. И плюс ко всему, чтобы боевой навык тоже почаще срабатывал. У нас здесь под меткой Торина находится наша кукла. У нее нету никакого сопротивления, потому что ослабление будет снимать Торин. А соответственно антиконтроль будет давать наш товарищ Гришнар. У самого Гришнара здесь тоже много сопротивления видим. Ну а так он в сет вот этот вот в этот предмет, чтобы раздавать урон, в том числе нашей кукле. И Настенка у нее такая частично вспомогательная роль, потому что у нее здесь сопротивление куча и вот этот предмет на раздачу атаки. Следим за тем, чтобы критический урон, да, был у Настенки ниже. Видим, что у меня тут тютелька в тютельку. Ниже, чем у Настенки, чтобы Гришнар раздавал свою защиту именно нашей кукле. И Кульвида. Кульвида тоже у нас с сопротивлением и с точностью. И, кстати, можете набрать еще защиты там с очками здоровья им, потому что урона она не наносит, а Настенка умирает. Часто умирает, поэтому можете добавить сколько получится. Я здесь одну руну добавил. А, нет, не добавил. Я помню, что я что-то на защиту делал. Нет, я, видимо, вернул. А так у меня 2 сопротивления здесь получается. Урон, который набивала эта команда, у меня здесь в названии 285. Это максимум, чего я добился, пойдя через сопротивление. Джин у нас здесь. Расстановка, не знаю, играет, значения нет. У меня здесь уже 6 талантов. Не самый лучший вариант там, но все равно.
Довольно-таки хаотичный результат, потому что, сами понимаете, сопротивление у нас срабатывает ужасно, ужасно просто. Здесь написано 50%, да, но это бредятина. Потому что, если мы сопротивление не выкручиваем, то у нас просто каждый раз практически срабатывает на всех это оглушение. Никаких 50%, тут, наверное, 150, если не 1050. Постоянно срабатывает. И причем даже с сопротивлением оно все равно будет проходить. У нас будут сбиваться тайминги, мы будем умирать, потому что у нас еще и запрет лечения будет накладываться со штрафом к защите в любом случае. Так что перебирать бои придется. Но все равно вполне себе нормальный результат. Результат получше у меня вышел со стегнумом, которая дает антиконтроль всем. И причем именно из-за этого у нас стабильные тайминги, то есть они не сбиваются. И с волком, но волк это у нас редкость, поэтому я такой вариант особо не рассматриваю. Почему волк здесь мало заменим? Я бы сказал незаменим, потому что у него есть набор качеств. Стегнум у нас здесь на 24 секунде стартует, потому что она никак не успеет вот сюда на 6 секунд, да, у нас здесь начинается оглушение. Поэтому она пропускает один цикл и начинает вот здесь вот. У стегнума за счет талантов продления усилений у нее здесь получается от контроля нас защищать стабильно и отлично. Но так как первый цикл у нас будут оглушения, я пытался выискать бой, когда тайминги не собьются, когда они начинают на 17. То есть в изначальной версии у всех было 17 секунд. 17,9, 17,8. Но это не получается от слова совсем. То есть я не знаю, наверное, боев 150-200 делал, и всегда кого-то оглушение оглушает. Поэтому я посчитал, что вот это смещение таймингов будет вполне себе разумным. Мы, может быть, немножечко урона потеряем, но оно того стоит. Потому что когда мы начинаем с запасом, почему именно 20 секунд? Потому что у него здесь каждую секунду на 3 секунды. То есть в последнюю секунду у нас... Ой, куда он побежал? В последнюю секунду у нас, допустим, если проходит оглушение, то еще 3 секунды оно здесь висит. Соответственно, когда оно проходит, если оно было наложено, то мы начинаем свой цикл. И так у меня получились стабильные результаты. Волк у нас с посохом, поэтому он у нас здесь без таймингов. Ну и, собственно, все, джин. Если джина нету, ставьте кого угодно. И почему волк здесь незаменим? Потому что у нас антиконтроль здесь есть, да, у стегнума. Но от вот этой гадости, которая запрет лечения, защиты, да, и штраф к атаке, нас защитит только иммунитет, либо снятие ослаблений массовое. У нас такого здесь не то чтобы много. Поэтому у нас здесь, собственно, вот этот волк. Соответственно, я не знаю, какой здесь вариант подойдет. Можно, конечно, Торина поставить каким-то образом. Опять же, потому что он меткой будет очищать. Остальным, так как они урона нам не наносят, хотя Настенка, кстати, наносит. Но можно пожертвовать и сопротивление, как вот я в прошлой команде делал, выкрутить, да. Ну, тогда это получится примерно та же команда, что и с Гришнаром. Можете попробовать, если у вас Гришнара нет, и стегнум есть, и нету волка, но есть, допустим, Торин. Можете совместить эти два варианта, да, и Торина поставить так, как в прошлой команде, чтобы он метку давал на куклу нашу. Тогда нам нужно будет сопротивление для того, чтобы не попадать под запрет лечения. Итак, волк наш, у него здесь просвещенности сколько получится, посох, соответственно, этот сет, вот этот предмет и ускорение навыков. Здесь я тоже попробовал побольше его сделать, так же как и просвещенности. Талант, естественно, вот этот на невосприимчивость. И почему такая расстановка, и она очень важна. Нам, так как у нас волк кидает лечение только в 3 на 3 площадь, нам нужно, чтобы он попадал по всем нам. А здесь у нас ближники, причем ближники, которые носятся как сумасшедшие, я конкретно говорю вот про нее. Поэтому мы выставляем их здесь вот так вот, и тогда, когда мы начинаем бой, они все удобненьким вот этим квадратиком становятся. И волк попадает по всем. И со второго цикла босса антиконтроль постоянный, и все у нас замечательно. Они, конечно же, все равно будут умирать, но выбрать бой, который будет наиболее удачным, можно. Кукла у нас одета как обычно, максимум атаки и крит урона, шанс крит удара на остаток. И желательно, конечно, скорость атаки тоже и побольше, но у меня здесь с рунами никак это не получится. Я видел, не знаю, что это, актуально для плюс 5 Живеньев, либо для любой Живеньев, у них здесь есть такая отметка, как минус 0,5. То есть минус 0,5 надо собирать, типа того. Я не вникал в суть, да и как бы тот, кто рассказывал, тоже в суть не вник, потому что говорил, я не знаю почему, но урон типа выше.
Если получится, попробуйте побольше скорости атаки добавить. В остальном обычная кукла. Стегнум я уже показывал. Артефакт, я не знаю, почему у всех вопросы возникают. Да, блин, здесь этот артефакт вообще не принципиальный. Да, он чуть получше, но меняйте его на любой другой. Какой у нас здесь есть? Сейчас я вам покажу. Почему вопросы возникают, учитывая, что, элементарная же замена. Вот, пожалуйста, 10% урона, здесь 15 максимум причем, а здесь 10. Разница 5%, то есть никакущая. Единственное, что здесь снижение будет урона, а здесь будет увеличенное лечение. Поэтому вот, пожалуйста, меняйте. Если нет врагов, либо как-то плохо с ними живут, можете сундук попробовать. Тоже вполне себе нормальная замена. Если бы у нас было 5 стихий, пожалуйста, вот этот отличный артефакт. И никаких проблем, то есть донатный артефакт это никакая не пропасть между игроками. Я его честно переоценивал, то есть обычный артефакт. Настенка у нас такая же, то есть вспомогательная функция, раздача атаки. И в принципе урон неплохой она тоже вносит. Кульвида на заливке с этим предметом, точности побольше, в принципе все. Она еще и разлом накидывает. Тот же самый Джин. Команда наносит 330 там с копейками, 337, по-моему, набивала. Зависит от снаряжения, зависит от снаряжения, от связи стихий. Это что касается фрубата. Еще у меня здесь есть две, можно сказать, бюджетные... одна бюджетная команда, подождите-ка. Вот она. Здесь у нас основа команды это замедление. Замедление от Элвиса, замедление от Виньяры. У нас здесь плюс ко всему сундук, и у сундука есть ускорение. Таким образом, у нас используется схема на постоянное замедление сбития энергии, и мы живем за счет этого. Вы видите, что здесь лечения вообще нету. Виньяра у меня здесь, обращу внимание, без пробуждений. Талант вот этот обязателен. И сет на щиты, но щиты на самом деле она довольно-таки редко кидает туда, куда нужно. Поэтому, что есть, то есть. Часы у нее тоже обязательно, и ускорение навыков побольше на рунах выбрать. Элвис у нас в этом сете вспомогательном будет увеличивать атаку, накладывать вот этот вот эффект, и в принципе все. Он живет здесь без проблем, здесь в принципе все живут без проблем. В том числе Гертин, даже учитывая, что она ближник. Гертин мы частично, опять же, как Настенку, вспомогательная функция, то есть раздача атаки в остальном на урон. Главный урончик у нас здесь Надя. Она у нас дальник, поэтому ее оглушение не будет так касаться. И, соответственно, она будет наносить урон. Поэтому лучшее снаряжение ей. И Бладин у нас на раздаче кристаллов и на баф. Баф вот этот раздает. Соответственно, еще и разлом и заливка. И плюс ко всему вот этот предмет, чтобы Надя побольше набивала. Ой, Надя, подождите-ка. А почему я его здесь поставил? Так, непорядок. Надо тогда вот так вот. Вот так вот будет лучше. И все. Все. Таймингов у нас здесь просто-напросто нет. Набивает эта команда 176, у меня набивала максимум. Происходит это вот так. Перебирайте бои, потому что у Виньяры бывает часто не проходит сбитие энергии. Элвис тоже накладывает замедление хаотично. Поначалу кажется, что все плохо, да, потому что он быстро набирает энергию. Но вот, допустим, на этом сегменте у меня бывало босс висел по целой минуте. То есть Виньяра снова и снова вот здесь вот сбивает его. Иногда вот так вот, а иногда по минуте висит. То есть перебирайте бои, то урон разный, там от 150 у меня бывало до 176 максимум пока что. Живут без всяких проблем. Если у вас есть Билдель, Шина, Зорок, меняйте, соответственно, Бладдина. Либо Фридгунда даже, если у вас есть. То есть, если у вас хоть кто-то есть вот из этих вот, можете, соответственно, менять там Фридгунду, допустим, за место Бладдина. Тогда вот так вот мы ставим, да? Вот так вот. Если у вас есть Шина, ставьте Шину. На раздачу атаки тогда вот ее. А здесь ей поставить предмет... хотя подождите-ка, если Шина есть, то Шина тогда у нас будет главным уронщиком. Тогда можно вообще, не знаю, наверное, Бладдина поставить вместо Гертин. Если у вас есть Билдель, пожалуйста, вместо Гертин ставьте. Тогда лучшее снаряжение ей, естественно, потому что она нанесет больше урона. То же самое с Зориком, можно вот так вот, то есть, кто есть, того и ставьте. В зависимости от того, кто есть. Я уже пробовал, у меня вот такая вот команда здесь набивала около 300 миллионов. Вот такая вот у меня команда была на 280. Видите, что она похуже. То есть я вот с той замедлением, по-моему, лучше набивал урон даже. Я ее показывал в прошлый раз, я ее скопировал у китайца. У меня здесь получалось что-то типа вот этого. И расстановка там была
Вот такая вот. Насчет Эвиры. Давайте посмотрим, что у нас с Эвирой. Ну, во-первых, у нас поменялась немного команда основная. Вот это вот, да. Мы здесь изменили снаряжение. Я показывал это в коротком ролике. За счет того, что мы там побольше скорости атаки набрали Зраксу. За счет того, что он там на раздаче. Ну, вот этих вот всех изменений, которые я уже показывал. Они здесь начали чуть больше бить. Единственное, что у меня у Дурема здесь не очень хорошее снаряжение. Мне, конечно, Инфернал говорит, что хорошее. Но нет. Я уже 100 раз его перебирал, в разные стороны пытался сделать. Не получается набить больше 1 100 000 000. Что-то там 1 100 000 000, 150, что-то такое получается. То есть далеко не 1 300 000 000, далеко не 1 200 000 000 и все вот это вот. Поэтому тайминги вот такие, там с ускорением обращайте внимание, что для того, чтобы тайминги вот эти были, у нас Бикс, он у нас на заливке должен ходить очень рано. Поэтому он у нас стартует первый, заливает остальных, и даже учитывая, что у них начальное время почти 12 секунд, за счет заливки Бикса они стартуют вместе с ним, ну, Дурем я имею в виду. И остальные, в принципе, могут тоже выдержать тайминги. Видим, что здесь ускорение есть, здесь есть ускорение есть. Обращайте на это внимание. В общем, этот код команды я обновлю, да, с учетом последних всех этих изменений. И давайте посмотрим другую команду на Эвиру. Вот такую команду бюджетную. Это у нас первый вариант, он набивает чуть похуже. Здесь у нас вообще одни эпики. Ну, Лосению я не считаю, потому что можно вместо Лосени ставить там, например, Раву. Если у вас нету Лосени. Хотя, подождите, у вас Лосения есть. Но если вдруг у вас навыки не залиты, не знаю. В общем, Раву можно ставить без особых проблем и ничего не изменится. Это самый бюджетный вариант, да, у нас здесь ничего дополнительного нету. Алган у нас бафает атаку всем и как бы танкует. Вспомогательная у него роль, одет вот так. Даркурас урон небольшой добавляет, плюс вот этот предмет и заливка. Равена урон второстепенный. Основной урон у нас, конечно же, Ведимир. Лучшее снаряжение отдаем ему. И, собственно, Лосения с максимальной атакой в команде. Она также раздает атаку и плюс вспомогательная функция и разлом. Код тот же самый, что у меня и везде. Тайминги без таймингов. Потому что они цикл сохраняют, я тайминги выставлял, у меня лучше не получилось. И чуть-чуть получше вариант у меня здесь вот такой вот. То есть у нас здесь добавилось Лосения вместо Даркураза. Даркураз все равно мало урона наносит, но Лосения за счет наличия вот этого сета, вот этого предмета, она очень значительно увеличивает урон нашим главным урончикам. Ну то есть это у нас Ведимир и второстепенный Равена. Здесь у нас кое-какие тайминги есть, хотя, по-моему, им это особо не помогло. То есть урон плюс-минус одинаковый. Но есть и есть. Расстановка вот такая. То есть у нас все то же самое. Лосения максимум в атаку. Все то же самое. Только добавилась Филосия вместо Даркураза. И вещь. Где-то там вещь у меня. А, нет. Подожди-ка. Я накосячил. Надо здесь Равене желательно поставить вещь на увеличение урона. Я думал, что я повесил на Лосению. Нет. То есть здесь тогда повесьте вещь какую-нибудь. Я имею в виду вот эту вот. Ну, вот этот эффект на раздачу урона. А так в основном все то же самое. Судя из названия, они набивают 215, видим, 215. Я уже набивал, можно побольше выкрутить. Вот эта команда чуть похуже. Ну, то есть 200 набивают, но там 205, что-то такое. То есть не намного, разница большая. Тут вообще вот в таких командах что-то пытаться выше 200 сделать, то есть сильно, чтобы поменялось, это, ну, можно сказать, бессмысленно. Потому что они не смогут это сделать, у них нет такого запаса по урону. Также из горения у нас есть еще вот такая команда. Здесь смысл этой команды такой же, как и у той, да, у основной. Единственное, что здесь Пайкстона нету, и мы здесь... Тайминги примерно такие же, он вместо Пайкстона ходит в конце. У нас здесь также Бигс на заливке. Единственное, что у этой команды очень важно выкрутить побольше точности. Точность мы выкручиваем все. Плюс ко всему обращайте внимание на ускорение навыков. Бигс у нас вот такой, раздает точность, ему по как можно больше точности. Зракс, как можно больше скорости атаки. Все, что можете выжить, у меня здесь повезло. Плюс 4, здесь плюс 3. Не обращайте внимания на все остальное, урона он все равно не наносит. Ему главное скорость атаки. Карф у нас также с атакой на раздаче атаки. Как можно больше атаки ему делайте. Ну и точность с запасом. И Дурем вот такой вот у меня. Он, в принципе, без изменений. Единственное, что точности сколько получится. Чем больше, тем лучше.
Единственное, что я сравнивал 156, по-моему, или 158 у меня было точности, и 126. И у меня одинаковое количество эффектов, 7-9 накладывалось вот этого воспламенения. Поэтому я не стал уже жертвовать уроном и оставил 126. Смотрите у себя сами, обращайте внимание, сколько у вас эффектов воспламенения накладывается. Если там 2-4, 5, это очень мало, то есть значит точности не хватает. У меня здесь 6-9, могу продемонстрировать. Очередность такая же, то есть Бикс с Дуремом, потом Карф, потом вот этот тут Волчара. Зрак сходит сам по себе. Первый цикл у нас 2 эффекта, то есть мало. На второй эффект, на второй цикл, точнее, видим уже 9. Третий цикл 8. То есть у меня вот так вот гуляет 7-9. Этого вполне достаточно, с учетом того, что я не жертвую уроном. И за бой эта команда у меня набивала 700 с копейками, по-моему. Я понимаю, что можно там и 800 сделать, и это, но это все зависит от снаряжения и от связи стихий. Поэтому я здесь не стремлюсь к каким-то космическим цифрам. Если у вас это основная команда, то вам стоит постремиться. Хотя в рамках разумного, да. Код такой же, как и всегда. Команда с Felicity у меня не изменилась. Ледяной взрыв, да, как вариант, если у вас нету разъедания. И, соответственно, разъедание. Разъедание у меня здесь не изменилось. Единственное, что я снаряжение тут немножечко улучшил. И набивал, если максимум 750, сейчас набиваю 800 где-то 20. Ну, плюс ко всему у меня связь стихий поднялась, да, улучшилась. Поэтому, возможно, что дело в ней. В большей степени. Тайминги у меня вот такие. У нас здесь рук с ускорением. Видим, что у него, да, скорость какая. Поэтому он без тайминга. В остальном порядок такой, что Сакредея, понятно, что Сацидис и, соответственно, Рита. Агок у нас с посохом, поэтому он здесь в свободных ролях. Делает, что хочет и когда хочет. Схема снаряжения вот такая. Расстановка такая. Рита у нас все так же, да, с сопротивлением. Она у меня плюс 5, она живет здесь без проблем. Если у вас есть какие-то проблемки, дайте ей, попробуйте либо мифик на лечение, вот этот вот, либо мифик на защиту, где он здесь. По-моему, вот этот, да? Вот этот вот. На увеличение защиты и снижение урона. Можете попробовать его, с ним она должна жить чуть получше. Но главное действующее лицо здесь все равно Агок. Ему побольше ускорения. У меня здесь стоит вот этот предмет, потому что у меня проблем с выживаемостью нету. Вообще здесь ставят, например, посох. Где он здесь у нас? Посох. Чтобы он как можно чаще ходил. Соответственно, давал там неуязвимость, давал лечение. И у него здесь талант вот этот от сопротивления. Очень неплохо его ускоряет. То есть рейте нам желательно, да, 400 и выше сопротивления. Ну или сколько получится. Да, а у них все-таки множественные удары, да, что боевой, что абсолютный навык. И поэтому они очень много ударов делают. И если каждому сопротивляется рейд, то он прямо вот за счет этого таланта очень быстро энергию набивает. В ролике я отдельно показывал про шмыгли, что если у вас шмыгли, то вам нужно вручную что-то там ультовать, да, чтобы за спину переместиться. Ну, это не так. Я как-то не сообразил. Просто переставьте рейту. Так как они у нас бьют здесь по такому вот квадратику. Просто переставляем рейту, удар приходится вот сюда, и шмыгли вот здесь будет бегать, вот в этих клетках. И ее это не достанет. Сацидис вот такая, с учетом переодеваний. По-моему, она у меня такая же, как и была. Сакредея тоже на раздаче, на уроне и на урон, да, плюс раздача. Плюс, конечно же, она дает свое ослабление. Рук, обращу внимание, 44 ускорения. Если делать около, по-моему, 30, то есть 20 чем-то 30, его будет недостаточно. Ну, мне, по крайней мере, не хватало, чтобы он отдельный удар делал. Поэтому я пожертвовал критическим уроном и добавил ему ускорение. За счет вот этих двух кусочков сета и за счет одной руны, вот этой вот. Если у вас нету возможности нормально ускорение собрать, да, ну тогда просто максимально делайте крит урон, ну и крит шанс 100%. Может быть, у вас так даже лучше получится, и этот дополнительный удар вам пользы не принесет. Ну и Агок, максимальная просвещенность, атака, ускорение навыков, чтобы он как можно чаще лечил и давал неуязвимость. Собственно, все, 820 они у меня наносят. Вариант с ледяным взрывом я уже удалил с этого босса. Я с прошлого видео вам выложу его. Вариант на босса Орфену у меня остался такой же, единственный, призыв.
И он не изменился с прошлого видео, поэтому я его даже показывать не буду, я просто оставлю код, который был в прошлом видео. То же самое скажу с Estion. Я на нее никакие новые команды не делал. Поэтому оставлю тот же код, что был и в прошлом видео. Там у нас был вариант, по-моему, с неустрашимыми. Сюда, кстати, тоже неустрашимых настраивают. Можете зайти в телеграм-группу, в тему с континенталкой, с командами. Я там понавыкладывал те команды, которые нашел в телеграм-группах, которыми делились. Плюс ко всему, здесь еще и мои команды. Здесь у нас Челленджер выкладывал. Фелван у нас выкладывал свои замечательные команды. Арфену он, видимо, ударил неустрашимыми. Почему он горением бил именно Ефера? Потому что ему выгоднее было Ивиру ударить аурой. У него здесь 2 миллиарда урона. Поэтому он перешел сюда. Ну и вариант с бип-бипом и разъеданием. Видим, что 1 300 000, очень хороший урон. Смотрите, если у вас есть бип-бип. Кстати, обращу внимание, у него волк +1. Это значительно улучшает живучесть команды. Если у вас даже есть волк, у вас могут быть проблемы, так как бафа на защиту дополнительного вы не получите. Ну, также вы можете здесь вот вариант ауры от Челленджера, у которого нормальный урон, в отличие от меня, 548 миллионов. Правда, у него +2 Анализис, +4 Дианта, но все равно разница в 200 миллионов, наверное, быть не должно за счет этого. Скорее, у меня в команде что-то не так. Ну и другие варианты, те, что я нашел, я здесь выкладывал. Плюс ко всему свои, поэтому, если что, смотрите здесь. На этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.